Приветствую вас, капитаны, в игре World of Sea Battle. С вами вновь капитан Роман. Я решил снять еще одно видео из этой игры. И сподвигло меня на то, чтобы снять видео по теме донатных кораблей. Данный видеоролик я назову «Нужны ли донатные корабли, которые продаются, в том числе за боевые марки». Так вот, почему я решил снять видео на эту тему. Совсем недавно я выпустил видеоролик «Морские коньки» или как разбогатеть в игре World of Sea Battle. Видеоролик уже набрал больше 1000 просмотров, и множество комментариев к этому видеоролику появилось. Потом вышел еще один видеоролик относительно офицеров. Так вот, и под видеороликом с коньками, и под видеороликом с офицером, про офицеров появились такие комментарии, что лучше покупать донатные корабли. То есть, вот сейчас я точно не вспомню, я процитирую, наверное, комментарий. Один игрок написал: вот ты продаешь морских коньков, а я за все время ивента ни одного конька не было продано на бирже, а я их поменял на боевые марки. Для тех, кто не знает, во время этого ивента, скорее всего, вы будете смотреть видео, когда ивент закончился. Здесь можно за коньки, морские коньки, которые выпадали в ходе новогоднего ивента 2026, обменять их и получить, например, жетоны пиратские, да, за 300 коньков 12 тысяч жетонов, и марки, за 100 коньков 1500 марок. Так вот, этот игрок написал: я обменял коньки на марки, а за марки купил донатные корабли, те, которые продаются за марки. И под видеороликом про офицеров тоже я видел комментарий. Игрок написал, что лучше не продавать коньки, а обменять на марки и за марки купить донатный корабль. Вот под первым комментарием, который игрок написал, давайте сейчас сразу покажу, что он имел в виду. Это эти премиум и уникальные корабли. И он обменял коньки, не продавал их, а обменял и купил себе, как он написал в комментариях, 3 корабля. Этот 6800, потом он написал Шен, видите, за боевые марки 6800, и Суверен, боевые марки 11250. Он написал такой комментарий. У меня первое желание возникло ответить ему в этом комментарии, что я считаю это огромной глупостью. В то время, когда благодаря этому ивенту появилась возможность заработать достаточно большие деньги, напомню, что за этот ивент, только лишь продавая коньков за эти награды, можно было заработать от 10 миллионов и больше. А учитывая то, что еще выпадают коньки во время рыбалки, когда вы топили эльфов, когда вы открывали таинственные карты, тоже выпадали коньки, их тоже можно было продавать и заработать еще гораздо больше, чем 10 миллионов. Так вот, в то время, когда была в игре возможность заработать такие огромные деньги, человек просто спустил эту возможность в унитаз, выкинул в помойку, и вместо этой возможности он приобрел эти 3 корабля. Я относительно донатных кораблей за боевые марки буду достаточно подробно сегодня рассказывать. Хотел ему написать, что величайшая глупость, но не стал писать, потому что, скорее всего, этот диалог бы вылился в спор, и в итоге, скорее всего, я бы все его комментарии удалил, а его самого заблокировал. И не хочу вступать в полемику, спорить. Так вот, сегодня я поговорю об этих кораблях, которые можно приобрести за боевые марки. Нужны ли они? Сразу скажу, что если кто-то не хочет смотреть дальше видео, слушать мои аргументы, доводы, ответ мой категорический нет.
абсолютно не стоит эти корабли покупать, тратить на них деньги, марки и прочее. Я не буду сегодня рассматривать абсолютно все корабли, которые можно купить за боевые марки. Я рассмотрю, 2, может быть, 3 корабля. Вот. И на примере этих кораблей приведу свои доводы, аргументы относительно того, почему их не стоит приобретать. Заранее, ребятки, скажу, что это мое исключительно субъективное мнение. Я не претендую на истину в последней инстанции, я просто вам рассказываю и делюсь своими мыслями. Это мое суждение, мои аргументы, мои доводы, исключительно мое, повторяю, субъективное мнение. Если кто-то с ним не согласен, если кто-то считает по-другому, это его право. И я не рекомендую в комментариях к этому видеоролику пытаться со мной спорить. В любом случае каждый останется при своем, а спорящий игрок, скорее всего, улетит в блокировку, и все его сообщения будут удалены. Я понимаю, что есть у каждого игрока свое собственное мнение. Так вот, нет никакой надобности на моем канале, под моим видеороликом, высказывать свое собственное мнение. Мне, например, это не интересно. Абсолютно. Если хотите, сделайте свой канал, там, не знаю, группу где-то создайте, снимите свое видео по своему мнению. Кому интересно, он посмотрит, послушает. Мне лично мнение незнакомых мне людей абсолютно не интересно. Итак, поэтому заранее скажу, что в комментариях высказываться и спорить относительно этого видео не рекомендую. Просто в этом нет надобности, в этом нет смысла. У вас есть свое мнение, противоположное моему, пожалуйста. Оставайтесь при нем, просто проходите мимо. Давайте начнем, с первого корабля, относительно которого, кстати, была большая радость в Дискорде, когда он стал доступен за боевые марки. До этого его нельзя было за боевые марки приобрести. Корабль этот называется Азов. Уже только из-за названия этого корабля я бы его, ребятки, не стал приобретать ни за что. Давайте теперь перейдем к его стоимости и к характеристикам, и почему я считаю, что не стоит покупать корабли за боевые марки. Во-первых, сразу скажу, что эти корабли невозможно продать. То есть вы их покупаете, по крайней мере на бирже я в продаже этих кораблей не видел. И корабль просто будет занимать, мусор. Кстати, вот этот игрок мне написал, комментарий, и, про то, что я ни одного конька не продал, а купил корабли, и мне вспомнился сюжет из шоу «Уральских пельменей», там, Ксения Корнева играла жену в интернет-магазине Дряньберис, понакупила всякого ненужного хлама, пришла домой, и муж там ее потом отчитывал, ругал, говорил, зачем ты весь этот мусор накупила, валяется дома, никому не нужен. Так вот, я считаю, что это тоже абсолютно ненужный хлам, который будет у вас занимать просто место в порту, и вы ничего с ним не сможете сделать, только лишь разобрать, наверное, или потопить этот корабль, потому что продать его будет невозможно. Это один раз вы покупаете, тратите деньги и все, и продать его нельзя, этот корабль, и он просто занимает место. Да и плавать, собственно, вы на нем не будете. Давайте начнем с этого самого корабля и посмотрим. Это корабль тяжелый. Поэтому я его буду сравнивать с аналогичным тяжелым кораблем. Вот возьмем тяжелые корабли, ветка. И я его буду сравнивать не с кораблем 3-го ранга, а, например, с 12 апостолами, корабль 1-го ранга. Вы скажете, Роман, это же несправедливо, чего ты сравниваешь, это же 3-й ранг, а это 1-й ранг. Так смотрите, ребятки, я рассуждаю как обычный игрок. Я начал играть, и, например, мне понравилась ветка тяжелых кораблей, я начал ее прокачивать. И рано или поздно я прокачаю ветку. Сейчас немножко отступлюсь. Вообще в игре прокачать ветку кораблей достаточно просто. Вот эту ветку кораблей достаточно просто. Наверное, вы смотрели мое видео про прокачку. Я вот с Белоны до Редаута было, не помню сколько там было. 30 тысяч, что ли, опыта надо было.
И я это сделал за несколько дней. Вообще вот этот опыт, он прокачивается достаточно быстро и, ну, даже без капитанской печати, без всяких там фонарей, без всего, прокачать полностью вот эту ветку, ну, это дело 2-3 недель. И это все несложно. Вот, кстати, я вам на своем примере скажу. Я вот буквально вчера прокачал вот этот корабль Essex, надо было 15 тысяч опыта. Ну, думаю, что у меня тяжелый прокачанный, прокачаю. У меня Blackwing даже не был открыт, но я там чуть-чуть его открыл, прокачал. И до Essex надо было 15 тысяч. Ребятки, я 15 тысяч опыта сделал, ну, минут за 20. Что я сделал? Да, повторюсь, самый эффективный способ я снимал по этому видео, это взятие квестов и выполнение заданий там по перевозке грузов, вот, перевозке людей. Значит, я в Массадоре начал, я взял здесь 2 заказа, приплыл в Девиус. Здесь взял 3 заказа, приплыл в Шархат, в Шархате взял тоже 2 заказа, приплыл в Массадор. Все, и 15 тысяч опыта у меня в кармане. Это заняло у меня, ну, минут 20. Вот сделал. 1, 2, 3. И 15 тысяч опыта в кармане. Да, понятно, что я уже игрок опытный, и в рамках новогоднего ивента я получил на 2 недели капитанскую печать, да. Вот я про эти квесты. То есть я взял там 2 квеста на доставку товара, и 1 квест был вот такой вот, людей перевести. Вот, видите, вот такой вот я взял. И мне вот за каждый квест, ну, что-то под 2000 прилетало в ветку. Почему так? Потому что в рамках новогоднего ивента, значит, у меня капитанская печать. Потом у меня вот фонарь белый, да, он дает 10% к опыту. И еще поставил экипаж. Где? Который тоже опыт дает. Вот, Корсар, это пират, плюс 6%. И писарь 20%. То есть у меня получается, смотрите, печать 40%, фонарь еще 10, это 50. Плюс это 20, это 70. И это 76% плюс к опыту в ветку кораблей. Это очень много. Но даже если этого нет, то в этой игре прокачать ветку достаточно просто. Поэтому если кто-то думает, ну, так там до 12 апостолов нужно докачаться. Нет, ребятки, это просто. Вот до Redoubtable я докачался, ну, буквально там, сколько, 4 или 5 дней. И это без печати, без ничего. Только вот фонарь у меня был, по-моему. Даже писаря не было с Корсаром. Так что это прокачивается достаточно быстро. Так вот. Я Азов буду сравнивать с максимальным кораблем, потому что, ну, допустим, даже возьмем гипотетический новичок, зашел во время ивента, заработал кучу денег, обменял их на марки, купил Азов, у него ветка боевых кораблей вообще не прокачана, вот он сел на Азов, начал прокачивать ветку. Так, плавая на этом Азове, он прокачает вот эту ветку тяжелых кораблей, до Redoubtable точно за неделю он прокачает. Однозначно. Кстати, если сравнивать характеристику, да, со 2-м рангом, ну, давайте вот, ладно, с Redoubtable сравним. 12 апостолов он еще круче. Вот. Поэтому он неделю поплавает на этом Азове, откроет ветку, ну, корабль Redoubtable и сможет купить или построить Redoubtable. Поплавает еще неделю и откроет 12 апостолов, сможет купить себе 12 апостолов. Так у меня вопрос, если, имея корабль 2-го или 1-го ранга, Redoubtable или вот 12 апостолов, на кой ему сдался этот Азов? Корабль 3-го ранга, у которого стоят средние орудия. Конечно, он будет плавать на 2-м, 1-м ранге с тяжелыми орудиями, потому что тяжелые пушки наносят урон в разы больше, чем средние пушки. И этот Азов, вот он недельку на нем поплавает, да, и он пойдет в помойку, он просто встанет в порту, он, ну, будет стоять ненужный. Зачем? Если есть корабли 2-го, 1-го ранга, зачем этот корабль будет нужен? И он с ним ничего сделать не сможет, он его продать не сможет. И давайте сразу перейдем к стоимости. Смотрите, 6800 стоит данный корабль. Для сравнения, вот этот Redoubtable, или как правильно по-французски, я купил за 900 тысяч. Смотрите, марки 6800, да? Давайте сразу посмотрим, что такое 6800 марок. Идем купить все порты, редкие предметы. Смотрим на марки, по какой цене они сейчас торгуются. Вот, пожалуйста, 799, ну, 800.
золота стоит одна боевая марка. С учетом того, что если вы, допустим, у вас есть вот эти 6800 боевых марок, да, чтобы купить корабль Азов, и вы их, допустим, решите продать, и выставите так, чтобы, ну, они продались достаточно быстро, вы их выставите по 800, ну, вот по 799, да, чтобы они сразу продались. Ну, биржа возьмет 12%, в общем, стоимость марки где-то получится 700 единиц золота. 6800 умножаем на 700, получается 4 миллиона 760, ребятки. Корабль Азов 4 миллиона 760 монет. Запомнили? А теперь давайте сравним его с кораблем второго ранга, ну или даже вот с Апостолом. Запомнили цифру? 4 миллиона 760 монет. Третий ранг корабль, средние пушки. 12 Апостолов. Первый ранг корабль 4 миллиона. На 760 тысяч дешевле корабль первого ранга, на котором вы сможете плавать, и если он вам потом не понадобится, вы его сможете продать. Азов-то вы не продадите, он так и будет стоять в порту. Вы 4 миллиона 760 тысяч выкинули на этот Азов, ну, может, поплавали на нем недельку, и все. Эти денежки вы обратно не вернете. Давайте этот Redoutable, который я за 900 тысяч купил, где он тут? 1300, дешевле нету. Я за 900 его покупал. Ну, давайте вот возьмем 1 300 000. Ну, вы чувствуете разницу, да? Третий ранг Азов 4760, 4 миллиона, этот 1 300 000. И Redoutable вы потом сможете продать, когда до 12 Апостолов закачаетесь. Ну, вы чувствуете разницу-то? Ну, вы понимаете, о чем я говорю? Теперь давайте сразу запомним корабль Ля Рояль. Сколько стоит Ля Рояль? Цена, чтобы потом сюда я снова не лез. Ля Рояль 3500. Запомните, Ля Рояль стоит 3500, осадный корабль. Давайте перейдем, теперь этот вот игрок написал, я вот Азов купил. Да, ну вы поняли, да, что, ну, фигня, ну, на помойку. 5 миллионов почти, ну просто выкинул на помойку. Ну вот, смотрите, сравните. Да, тут у него есть на корме, на носу пушки, но они средние орудия. Здесь тяжелые орудия. А все остальное у него хуже. Бортовая защита хуже. Ну, чуть он скоростнее, да. Маневренность чуть побольше. Но в любом случае вы на нем не будете плавать, когда у вас есть корабль первого ранга с тяжелыми пушками. Нафига сдался корабль третьего ранга? Поэтому он идет в помойку. Человек просто почти 5 лямов выкинул на помойку. Так, он еще написал мне про корабль Шен. Ну, давайте тоже посмотрим его, почему нет. Третий ранг, ребятки, это осадный корабль. И я его буду сравнивать, как вы думаете, с каким кораблем? Ну, конечно, с Ля Роялем. Вот, пожалуйста. Осадные корабли. Кто-то скажет опять, ну, несправедливо, третий ранг и первый. Так а как иначе-то? Если вы плаваете на осадном корабле, ну, вы в течение месяца точно откроете Ля Рояль, если вы плаваете регулярно. Да до какой месяц? Недели 3, и у вас будет Ля Рояль открытый. Если вы постоянно плаваете на этом корабле. Даже если с нуля начать, вот он купил этот Шен, он через месяц у него будет Ля Рояль. Ля Рояль, вы посмотрели, стоит 3500. 3 миллиона 500. А этот сколько стоит? 6800 марок. Это 4 миллиона 760. Ну вы чувствуете разницу, да? Корабль первого ранга за 3,5 миллиона и корабль третьего ранга, вот этот вот Шен, за 4 миллиона 760. Ну Ля Рояль по всем параметрам лучше. Уж я думаю, это вам не надо, да, доказывать. Как бы тут, ну, и защита лучше, и скорость, маневренность такая же, бортовая защита лучше. А самое главное, у него мортир 3 штуки, в то время, как здесь всего 2 мортиры. Ой, да, 2 мортиры 11 дюймов. Ну, Ля Рояль в разы лучше. Причем я вам скажу, что даже Кабуксон по урону, который наносят мортиры, суммарно лучше, чем тот же самый Шен. Потому что 11-дюймовые пушки, 2, они суммарно наносят меньше урона, чем 4 орудия 9-дюймовые. Поэтому если идти долбать тот же самый Форт, то Кабуксон суммарно будет наносить больше урона. То есть получается корабль Шен, да, почти за 5 лямов, ну тоже в помойку, тоже мусор, тоже нафиг не нужен. Человек его купил, он 5 миллионов почти выкинул в никуда. Нафиг этот Шен сдался, когда есть Ля Рояль, который стоит 3 миллиона 500. Ну, все, комментарии дальнейшие излишни. Ну, я не знаю, чем можно думать, чтобы как-то это
опровергнуть. Ну и давайте, не знаю, что... он еще написал про Суверен. Да, кстати, другой игрок написал про вазы. Я вот разбираю корабли за боевые марки. Ну вот этот вот сколько? 60 тысяч пиратских жетонов. Ну я не буду сейчас смотреть, сколько стоят пиратские жетоны. Ну тоже сравнивать, ну, тяжелый корабль, да, второго ранга. Ну, с апостолами, конечно, буду сравнивать. Ну давайте вот с этим сравним. Хотя, повторюсь, это все-таки тяжелый корабль, поэтому в любом случае, если игрок будет играть на тяжелом корабле, он в любом случае себе возьмет 12 апостолов. Поэтому этот корабль Ваза тоже летит на помойку. Ну, потому что он хуже. Да, тяжелые орудия, да, на корме, на носу есть, но общее количество пушек-то меньше. А самое главное, бортовая защита здесь 10, а здесь 7,5. Он тоже на помойку полетит. И продать его нельзя будет. Единственный корабль, который имело бы смысл купить, и то, только лишь по одной простой причине – Суверен. Дело в том, что для того, чтобы приобрести воздушный шар, нужно выполнить достижение Армада, 12 легенд эпохи Паруса. А разработчиками сделано так, что недонатные корабли со звездочкой, это имеется в виду вот эти вот легенды эпохи Паруса, их 11. Вот посмотрите, посчитайте. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и Adventure 11. И для шара не хватает 12-го. Специально так сделали разработчики, чтобы все-таки один корабль был донатный. И придется покупать легенду, ну вот, или Принц Уильям, но это уже за монеты. Со звездочкой нужно будет докупать. И вот из этих кораблей со звездочками, ну вот, наверное, Суверен. Ребятки, стоит 11 250 марок, ребятки. Это 7 миллионов 875 тысяч. Повторюсь, покупать, ну, только ради вот воздушного шара, чтобы сделать это достижение. Ну, тут еще и другие достижения нужны. Но воздушный шар, его применение настолько мизерное, ну, только по рудникам за боевыми марками на нем летать или там с одного расстояния на другое, потому что трюм у него маленький, товар не повозишь. Но чтобы этот шар приобрести, уж слишком много всего надо. Ну, оно того не стоит. Ну вот, Суверен, давайте, боевой корабль первого ранга, соответственно, тут уже сравнение будет честным. Боевые корабли у нас на первом ранге Виктория. Ну вот, давайте посмотрим. У Виктории прочность, конечно же, больше, скорость примерно одинаковая, маневренность примерно одинаковая, бортовая защита у Виктории больше. Ну, трюм к боевому кораблю особо не нужен, но он примерно одинаковый. Экипаж больше у Виктории. Так, тяжелые орудия. Тяжелые орудия у Виктории, ну, тоже больше. Тут 38 по бортам, тут 49. Да, тут есть две мортиры, но они 7-дюймовые, урон минимальный. Ну, мизер, это можно в расчет не брать. Видите, что Виктория лучше. Поэтому надобность в Суверене тоже на помойку. Ну, не нужен он. И стоит 7 миллионов 875. Давайте посмотрим, сколько стоит Виктория. Ну, уж точно не 7 миллионов 875 тысяч. Так, Виктория, вот она. 3900, 3500. Меньше есть? Нету. Вот она, Виктория. За 3500. Ребятки, это больше, чем в 2 раза дешевле, чем Суверен. Нафига он сдался тогда, этот Суверен? При том, что эти корабли-то, ну, можно продавать. А те корабли донатные вы не продадите. Они только у вас будут вот ячейку занимать. И что с ними делать? Ну, поплавали вы на них, там, допустим, если у вас нет первого-второго ранга. А дальше что с ним делать, с этими кораблями? С этим вот Азовом, да, 3-го ранга. Шен, 3-й ранг, который нафиг не нужен. Да даже Суверен. Когда вы до Виктории докачаетесь, вы, конечно, Викторию возьмете, она лучше. А что с этими со всеми делать? Они будут у вас стоять, ячейки занимать, место занимать. Поэтому
Я абсолютно убежден в том, что вот эти вот корабли, ну это я вот сейчас корабли про боевые марки вам рассказывал, а в принципе мои рассуждения относительно других кораблей все то же самое. А, вон еще Святой Павел, второй ранг, тоже за эти боевые марки. Ну вот посчитайте, 10 200, это больше 7 миллионов. Тяжелый корабль второго ранга, но он точно хуже 12 апостолов. А стоит дороже. То есть это больше 7 миллионов, а 12 апостолов мы видели 4,5 миллиона стоит. Так что вот так вот. Не имеет смысла покупать эти корабли, по моему мнению, вообще. Ну, я остальные тут не буду рассматривать. Вот, просмотрел те, которые игрок назвал. Поэтому, еще раз, абсолютно убежден, что вот эти все донатные корабли не нужны. Ну, это, по моему мнению, повторяю уже, наверное, в который раз, просто большущая глупость их покупать за боевые марки. Потому что, продав эти боевые марки, вы получите, сами видите, сколько денег, на которые вы сможете купить корабли первого ранга, и у вас еще деньги останутся на то, чтобы и пушки купить, и апгрейды купить там, да. Ну вот тот же Суверен, да, 7 миллионов 875, а Апостолы 4,5 миллиона, вот этот вот Виктория 3,5 миллиона. Ну, сами вы видите. Поэтому большая глупость приобретать вот эти корабли, с моей точки зрения. Ну, я даже не знаю, как можно оправдать покупку этого корабля. Единственный, может быть, вариант, это, например, человек играет несколько лет в эту игру, у него там уже денег под миллиард, да, марок там может, ну, лежит там 200-300 тысяч этих марок лежит, у него там, ну, все корабли вообще есть, он за эти там 2-3 года вообще все корабли абсолютно скупил, у него там их под 50 кораблей, и вот ему делать нефиг, да, девать уже все некуда, ну, с дури, так сказать, мается, и вот он для коллекции будет покупать эти корабли. Ну, мне трудно, конечно, такого человека представить, хотя я как-то случайно наткнулся на один видеоролик, у человека было больше 40 кораблей. Я не знаю, зачем это надо, ну, может, это какие-то супер фанаты, я не знаю, что это, зачем это надо. Вот я играю и плаваю всегда на одних и тех же кораблях. 3 корабля у меня, на которых я плаваю, остальные корабли вообще не нужны. Вот Конституцию, которую я купил, да, 4 ранга, ее уже продать ее надо, она не нужна. Потому что у меня есть 2 ранга тяжелый корабль. И вот у меня, ну, 3 корабля, на которых вот я плавал. Это вот тяжелый корабль, да, транспортник мой 3 ранга. Я даже 1 ранга не стал покупать, потому что, ну, такого количества грузов я не вожу. Мне хватает 3 ранга корабль. И он в порты, кстати, может заходить на северо-западе, где, ну, там вот эти вот за Масадорой, куда 1 ранга 2 не зайдет из-за мелководья. Вот, тяжелый корабль, транспортник и вот Чайка, 5 ранг, на котором я, мой скоростной кораблик, на котором я в бескрайке плаваю. Все, вот я только на 3 кораблях плаваю, все, больше ничего не наплаваю. Остальное все можно вообще продавать. Поэтому зачем там у этого человека 40 кораблей в порту стоит? И вот этот вот тоже в комментариях мне написал, я там приобрел этот. Вопрос, а нафига? Вы что, периодически то на одном поплаваете, то на другом, то на третьем? А смысл какой? Ну, я не знаю, это, ну, 40 кораблей. Ну, это как в реальности, там, я не знаю, 40 велосипедов иметь, что ли. Ну, я не знаю, как это объяснить. Может, какие-то супер фанаты, коллекционеры. Так. Эссекс построился. Вот это все продавать я буду. Сейчас просто боевую прокачал, вот 12 апостолов уже можно купить, деньги на него есть. Но рядовой-то был очень медленный, я на нем-то, ну, намучился плавать. Сколько, 2 недели я на нем поплавал. Очень медленный, неповоротливый, черепаха такая. Думаю, а что, ветка прокачана, буду плавать теперь на боевых, поплаваю. До Виктории тоже недолго, если я буду плавать. Вот сейчас Эссекс, потом этот Ансон пойдет. Вот 27 тысяч опыта, ну это около часа. Если выполнять задание целенаправленно, 27 500 опыта, ну это час. Потом Парель, потом Виктория. Хотя я уже играть заканчиваю в эту игру.
Возможно, сегодня вы смотрите мое последнее видео. Ну, пожалуй, ребятки, все, что я хотел сказать относительно донатных кораблей. Те корабли, которые в магазине продаются, про них я вообще молчу. Ну, как бы я уже говорил, что оно того не стоит. Реальные деньги я вообще не трачу. Даже вот монеты, которые мне там разработчики выслали, тут вон лежат, тоже не потрачены. Я противник того, чтобы реальные деньги тратить на игры. Повторю, лучше их потратить в реальной жизни. На подарки детям, жене, родителям. Абонемент в бассейн, спортзал. Ну, сделаем, с пользой делать, чем на виртуальные игрушки. Так, ну вот, наверное, собственно, все. Я сейчас просто думаю, все ли я сказал, о чем хотел сказать относительно этих кораблей. Вроде бы я поделился своим мнением достаточно ясно и убедительно, что эти донатные корабли нафиг не нужны. И большущий недостаток, ребятки, большущий, что их продать нельзя. То есть вы их купили, глупость, например, да, такую совершили, вот как тот игрок, который купил там 3 корабля, 15 миллионов в помойку выкинул с этими 3 кораблями. А, он же еще потратил этих коньков на марки, а марки на апгрейды, но он там 20 миллионов потратил, да, просто в помойку выкинул. Он мог эти денежки заработать, они у него были, около 20 миллионов. А он их бухнул вот в эти корабли на апгрейды, и все. И они у него в порту стоят. Ну, я не знаю, вряд ли он на них плавает. Просто, ну, я, например, вот не вижу смысла. Например, зачем мне плавать на Конституции, когда у меня есть корабль 2-го ранга? Или, например, зачем мне надо будет плавать, там, не знаю, вот на корабле 3-го ранга, когда у меня будет корабль 1-го ранга? Он будет стоять в порту. Я вот этот Redoutable, не знаю, как правильно, построил. Конституция стоит, просто руки не доходят, надо ее, все орудия снять, там все поснимать, да выставить ее на продажу. Место только стоит, занимает. Вот так вот. Поэтому следующие ивенты, когда будут, и будут там не леденцы, как во время Хэллоуина, там не коньки, как в новогоднем ивенте, а что-то другое будет. Ну, не рекомендую вот это все. То есть деньги это за деньги вы купите все, что хотите, практически, в этой игре. А эти корабли донатные нафиг не нужны. Просто, ну, лишняя трата денег. Все, ребятки, все, что хотел, сказал. В конце видеоролика снова повторяю в 3-й раз, что это мое исключительно субъективное мнение. Если кто-то с ним не согласен и считает по-другому, ничего не пишите, проходите мимо. Просто проходите мимо. Спорить ни с кем не собираюсь, ну и со мной тоже вступать в спор надобности нет, не вижу в этом смысла. Ну, а любой новичок, который начнет играть в эту игру, он, собственно, сам сделает выводы для себя. Нужны ему эти донатные корабли за боевые марки, или все-таки, если вдруг у него эти боевые марки появятся, лучше их продать, получить деньги, а за эти деньги купить нормальные корабли, которые в разы дешевле этих донатных кораблей и лучше по характеристикам. Это уже каждый сам для себя решит. Все, ребятки, благодарю за внимание. С вами был Капитан Роман, игра World of Sea Battle. Ну и в конце видеоролика традиционно вам 7 футов под килем и попутного ветра. Удачи вам, капитаны.